Очень волнительная для меня была неделя, вплоть до такого физического напряжения ощущала. Люди разбросаны по всему миру, и вот эта коммуникация, как это все правильно слепить, чтобы это было интересно. Я смотрю и понимаю, что все получилось. Группа сама, ребята, да, они очень интересные, яркие, очень сильно откликаются их истории. Уже 09:02, а еще не все подключены, то, наверное, все-таки договоренности не помешают. Как же мы работаем? Наверное, 5 минут все-таки можно подождать. Натали, ты знаешь, я вчера опоздала на поезд на 30 секунд, он уехал. Я к этому говорю, что 5 минут, конечно, можно подождать, а можно и не подождать, и перед носом уехать, вот и все. Давайте начинать, но половины нет. А те, кто опаздывают, наказание, ну вот, как вариант. Мы, в каком-то не в детском же саду какие-то там наказания придумывать. То есть правильно я понимаю, Светлана, если человек опаздывает на 10 минут, да похер, вообще ты мне здесь не нужен, или как это? Вот просто интересно уточнить. Я говорю про то, что я рассматриваю людей как свободовольных, и они сами выбирают, делают какие-то выборы или не делают. А для меня работа группы состоится, если это будет несколько человек, да. Но если мы все опоздаем на 10 минут, то, Свет, ты останешься одна. Вот. То есть это возможно и в группе. Я не думаю, что это возможно. Ой, мне 9 часов возможно. Нет, я просто хотела сказать, что отношения, это как сейчас строятся тоже на каких-то определенных правилах с людьми. У нас всего лишь 8 человек. Вот, и точно так же иногда я не могу договориться в паре о помытой чашке. У меня эта помытая чашка поганит мою жизнь уже 10 лет брака. Вот, и я не могу договориться. Можно сказать? Видишь, у кого спрашиваешь разрешение? У девочек. Мама разрешает. Тревожности много, да. Если говорить вот так вот, подводить итог вообще глобально про группу, то мы сейчас находимся, просто опять же, если говорить людям, которые за нами наблюдают, что мы сейчас находимся на стадии ориентировки и зависимости, и понятно, что, да, вот даже когда не выдерживается тревога, понятно, что вот эти вот вопросы, а можно, у кого спрашиваете каждый раз, я задаю вопрос, у кого вы постоянно спрашиваете, то есть как будто бы у группы всегда есть кто-то более важный, чем я, и мне вот это вот надо вот, а можно, вместо хочу задать вопрос, как бы, да, там, или обратиться напрямую куда-то, ну, в общем. Ребята написали, что у них нет света и очень плохой интернет, они не могут подключиться. И, по-моему, нет одной Натали, да, у нас, где она непонятна. Но я не Натали, вижу. я так поняла, что она решила выйти с проекта. Основных причин мы не смогли пока узнать, но предварительно ей было неинтересно, и она решила выйти из проекта. Замечательно. И вот теперь, смотрите, как круто. Каждый теперь может высказаться по этому поводу. Что он чувствует, когда, кому-то с ним неинтересно? Ну, и я тут не согласна. И ты всегда так провокативно задаешь вопросы, и ставя за человека, почему ты решил, что ей неинтересно. Это не значит, что ей, например, неинтересно лично с кем-то из группы или с группы. Может, ей формат не интересен. Вот мне пофиг. В плане, но это проблема людей. Но если бы ушли все и сказали, мне не интересен проект, я бы остался один. Ну, мы бы, наверное, с тобой, Инна, тоже о чем-то поговорили. Мені пофігу. Или так даже проще, да, осталась только одна Наташа. Первое расстройство у меня было, когда Натали мне написала, что ее не будет. Было очень много желающих, на самом деле. Я могла взять кого-то другого. И чувство вины, что я как будто выбрала не того. И тут двое участников не выходят, потому что у них нет света. И я начинаю злиться, как прям мама. Я начинаю злиться с четким пониманием. Вы не все сделали возможно. Ой, да, мені здається, що ми насправді дуже багато цьому виділяємо зараз часу. Я хочу взагалі розказати про свою рефлексію. Я не можу стосунки тут починати, бо у мене чувство вини і чувство зрадника, що я, якщо почну тут стосунки в Австралії з якимось місцевим австралійцем чи індусом, чи Бог зна хто тут, просто білих мало, а всі інші їх багато. Коротше, я буду вважати сама себе зрадницею ще більшою. Але ти, Інна, тоді сказала, що я біжу від стосунків, бо я чогось боюся. Я ж така, та ні,
Ну, в общем, я нормально так перефлексувала на цю тему. Така розумію, що бляха, я дійсно боюся. Я реально до усрачки боюся стосунків. Лена, сколько лет ты уже бежишь от этих отношений своих? А хочется посоветовать что-то, Гриша, да? Ты такой включился сразу. Интерес появился больше. Надо же идти за интересом. Коротше, значить, взагалі без стосунків 7 років. Минулого року у мене типу були стосунки, але це стосунки, які насправді також були вільні. Я зрозуміла, що, коли вільні стосунки, мені, окей, там, секс, конфети, букети і всі діла, мені, ок. Я думала, що це моя головна проблема. Але зараз, я розумію, що, не це головна проблема. А когда они были последний раз? 8 років тому розійшлася з хлопцем, потім я захворіла, і у мене на 2 роки я випала із життя, бо в мене там рятували, у мене була тяжка операція, тяжке лікування. Потім я відтворювала поступово там тему роботи, нормального життя, і я взагалі, нікого до себе не підпускала, а взагалі нормальні стосунки для мене так, це проводити час разом, щось планувати разом, за ручку мене, якщо водити за ручку, взагалі я просто там щаслива, що не знаю, що як хто, як слон. А почему ты разошлась с бывшим-то 8 лет назад? Він забухав, а я вляпалась в болезнь под названием почти рак крови. Что между вами такого происходило, что он начал бухать, и что-то там не произошло, не сложилось? Він забухав, бо в нього проблеми були з бухлом загалом. Ми з ним розійшлися якраз десь за тиждень до того, як я потрапила в лікарню, і потім взагалі мені було не до нього. Кто в группе может тебе помочь решить вот эту сложность, которая есть? Ты хочешь, чтобы тебе кто-то помог вообще? Я не Гріша впевнена, хоче. що комусь вдасться. Боязнь отношений, по моему субъективному мнению, в общем, всему моему опыту, происходит, когда там есть какая-то боль, то есть когда вот человек открылся, вот эти ручки, конфеты, а потом хераки что-то там прилетело, потом второе, может быть, прилетело и так далее. Ти зараз сказав про біль, і я згадала одного. Потому что твой последний парень, который забухал, возможно, это не... Ні, це не той. Началось самораскрытие, но много тревоги, и в конце, когда ей нравится быть в центре внимания, но когда это близкие начинаются отношения, да, она сразу говорит: все, мне много, я хочу убежать, все, сразу убежать. То есть не выдерживает близость, не выдерживает, когда становится уязвимой, когда вот оно настоящее живое чувство, сразу хочется убежать. Якраз таки той, який був перший після десь, мені здається, через рік чи через 2 роки після трансплантації, у нас були дуже прикольні стосунки, але він потім сказав: вибач, я не можу, ти така вся, типу, тендітна, і я боюсь тебе скривдити, і, коротше, все, пока. А для мене це було, я, типу, місяць взагалі нічого не відчувала, потім нарешті почала відчувати, злітала в Ізраїль на перевірку, повернулася, а мені тут такі фінтушами кажуть: вибач, ти така, типу, я боюся, і, в общем, а для мене то було такий стрес. Да, до речі, якось забула. Я тоді закрилася, просто взагалі закрилася, взагалі. Да, от тоді я закрилася тупо не знаю, на 5 років, здається. Настя, я как пробую. ты думаешь, что сейчас происходит Настя, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что происходит между Григорием и Леной? Ты как себя чувствуешь, когда они болтают там, а ты сидишь вообще не во внимании вся? Ты же внимание любишь. Я себя хорошо чувствую, да, когда внимание на меня. Это поэтому мне хочется спросить у Лены: Лен, а какие отношения у тебя были самые длительные? По часу, десь 2 роки, але це мій колишній, з яким я зараз, до речі, спілкуюся дуже активно. Чего этот стал бывшим, с которыми сейчас вроде как на расстоянии все нормально? Бо він не хотів заробляти гроші, я заробляла гроші, а він не хотів заробляти гроші. Настя, ты вопрос задала для чего? Ты начала что-то какую-то... Мне хочется выяснить еще кое-что. А для чего? Ты хочешь каким-то психологом сейчас стать? Ты хочешь как-то помочь Лене, да, она... хочешь? Подлечить? Давай, подлечи. Я хочу помочь, если есть такая
запрос, то я могу... А его- запрос есть, я не знаю, уточни, я не Є знаю. запрос є. Мені цікаво насправді Настіни вопроси і Настіни бачення. Ты сказала, что вот это ты любишь конфетно-букетный период. Есть, Ну, может, типа, да. в зависимости от какого-то состояния, которое этот букетно-конфетный тебе дает. И поэтому тебе хочется все время следующего мужчину, потому что ну, конфетно-букетный не может длиться вечно. Та ні. Я тут навіть до конфетно-букетного не допускаю. Ні, ну я не можу себе реалізувати як мати. Це було проблемою для мене, знову-таки, кілька років, чому я не допускала себе до чуваків після лікування. Але мені здалося, що я то взагалі давно вже переработала. Ну, типу, окей, ну не вдасться мені народити дитину. Ну і окей, ну що з того? Ну, норм. Можна дочерити, всиновити. Что Ні. чувствуешь, когда про это говоришь? Мені, напевно, грустно від цієї думки, бо раніше мені було дуже сильно грустно, і я відчувала себе неповноцінною, просто капець. Але мені здається, знову таки, я вважаю, навіть не здається, я знаю точно, що я це прийняла, цей факт. Бо я, якби, кожен день насправді радію і вдячна, що я таки живу на цьому світі, хоча 9 років мене могло вже не бути. От. Ну, я повторюсь, да, тебе очень нужна поддержка, я очень это слышу, я очень хочу тебя поддержать. И, конечно, сказать тебе, что, наверное, в этой группе есть люди, которые могут тебе помочь решить твою сложность в построении отношений с мужчинами. Мы пока не столкнулись еще с ее агрессией, но я думаю, что скоро мы ее увидим в агрессии. И в агрессии мы увидим ее истинный запрос. У нее очень много страха на самом деле про то, что вот не может она иметь детей. Как бы я думаю, что на самом деле это является большой проблемой. У меня чем-то похожая такая история. Никого не подпускаю. Смотри, Натали, тут Григорий есть, можешь у него уточнить, он мужчина. Григорий, тебе интересно построить со мной отношения? Это роскошно. Что с тобой сейчас происходит? Если говорить правду, что сейчас точно нет, я вижу Наташу этим или нет? Нет, потому что это же нереально, в принципе. То есть я не рассматривала его как партнера. Отношения могут быть дружеские, могут быть приятельские. Так само відношуся до Гріші. Відносин з ним я точно не хочу. Нічого лічного, Гріші. Дуже гарні дружні стосунки. А чому? Бо я Він до нього гарний, відношуся- розумний, гарний, розумний, сексуальний. цікавий, так. Але хімії нема. Нема хімії. Цілувалися вже? Ира, а тебе-то зачем это нужно? Ты Да, что вот так процесс? Давай. Но я думаю, что между Григорием и Ирой что-то будет происходить. Наташа интересный персонаж, она такая, как серая лошадка. На самом деле она потом будет еще рулить, очень проявлять себя, и мы это увидим. Я думаю, кстати, может быть, даже у Наташи будет конкуренция и с Ирой тоже. И с Леной, подозреваю, тоже будут они тоже конкурировать за что-то, за место мужское. Посмотрим. Чому тебе так це Что с тобой цікавить? происходит? Откуда такое желание прям поженить сразу? На первом занятии Григорий озвучивал свою проблему отношений, что вот ему становится неинтересно. Черт побери, скажу как есть. Потому что тут я решила говорить, что как есть. Я такая сразу думаю, блин, меня ему не хватало. Вот я бы ему доказала, что ему будет не скучно в отношениях. А почему Да. в моменте ты это не озвучила? Мне было очень Что страшно. помешало озвучить страх? Со вторым контактом мне проще. То есть я знаю, что мы будем 2 часа. После 2 часов я отключусь. Вот, и смогу спокойно переживать дальше свою жизнь, что это не страшно, что зрители с Ютуба не влазят в нашу, например, дискуссию. Слушай, Вот, как-то Ир, так. правильно я понимаю? То есть ты думаешь не об участниках группы, не о том, как Григорию показать какая-то интересная, а ты думаешь о Ютубе? Нет, потому что, как бы я не знаю зачем, то есть я еще пока замужем. У вас же есть возможность тут получить новый опыт, который вы потом можете перенести в свою реальную жизнь.
новый опыт отношений. Мгм. Новый опыт отношений. И тут вы потом, может быть, друг друга никогда больше не увидите. И ты можешь сделать все, что Вообще, хочешь наверное. для себя, для того, чтобы решить свою проблему. То, что ты не позволяешь себе, как ты говоришь, в реальной жизни. Здесь это можно сделать. Григорий, что ты по поводу меня думаешь? Ты красивая девушка, интересная. Я понимаю, что актерская как бы профессия или там какая-то такая немного накладывает. Мне всегда кажется, что ты немножко, знаешь, где-то подыгрываешь где-то. Прям про актрису это очень болезненное место, потому что оно мне прям прилетало очень, прям очень сильно. Это такой классный съезд на тему того, что я играю, потому что я и на сцене-то не играю, я и на сцене живу. Что конкретно от мужа прилетело за профессию? Ты играешь, вот. Я тебе не верю. Это, наверное, первый раз тогда, когда подумала, что я теперь поняла людей, которые могут кончать жизнь самоубийством. Я никогда не понимала людей, которые кончают жизнь самоубийством, потому что очень люблю жизнь. И вот в этот момент, когда я там выбегала из дома, вот, я поняла, что а как человеку доказать и показать, что мне больно? Я же актриса. Плачу? Похер. Не плачу? Тоже похер. Что я говорю? Ну, я вру. Ну что? Можно себе что-то сделать больно физически. Вот когда ты физически больно в больнице, вот там все поверили. Потому что врачи сказали, что действительно болит. Свет, что, по-твоему, сейчас происходит? Что чувствуешь? Когда вот Ира про себя говорит, когда другие про себя говорят, что чувствуешь? К Ире очень много сочувствия, понимания. У меня похожая была ситуация, когда вот я тоже рыдала, а муж говорит: ты сошла с ума, я не понимаю, что с тобой вообще. И убежал. Вот. Ну, для меня это вот тоже такое было больное, болезненное. И вот я хотела Ире вопрос как раз задать. Ира, а ты сама себе веришь? Сейчас, когда я начала себе задавать вопросы, кто я, что я хочу в жизни, хочу ли я разводиться или не хочу. Это мой человек, потому что второго мужа я выбирала осознанно. Поэтому на твой вопрос, наверное, да, не всегда я себе доверяю. Ира, мне очень хочется тебя поддержать, и очень хочется тебя благодарить за искренность. Я тебе очень верю. О, сейчас я буду плакать. Все. Первые проявления, первые слезы были о том, что наконец-то мне кто-то поверил. Потому что очень сложно жить. Может быть, сама себе нарисовала какую-то картинку, какой я должна быть, да, там какой-то образ себя, и понимает, что она от этого образа устала, уже платьюшко хочется переодеть. И вот сейчас вот тоже начинаются какие-то проявления. Вполне себе может быть, что Ира замутит роман с Григорием. И там будет Настя. Посмотрим, в общем. Я тебе верю за то, что... И спасибо тебе за то, что ты честная, за то, что ты раскрываешься, и ты готова, и мне это очень приятно, меня это очень трогает. И мне очень хочется с тобой доверительных отношений. Мне тоже очень откликается. Дякую за те, що ти зараз настояща. Я насправді розумію, що я також маю дуже багато різних масок, і тому мене десь, я хоч і не актриса, ну, у мене не акторська там професія, але у мене дуже багато масок, і я майстер адаптації і комунікації, і це, з іншого боку, ну, дуже багато людей не знають, яка я справжня. Ты им даешь такую возможность другим людям узнать, какая ты? Ні. А мені би дала? Думаю, так. Зараз. Я думаю, що да. Кому улыбаешься, Настя? Я отвлекаюсь улыбкой от своих мыслей. И вопрос у меня к себе тоже. Вот, что же я тут хочу решить для себя? Мне вроде как все понятно в отношениях. Я могу понаблюдать, и включиться, и взять, что мне нужно. И я знаю, что я приятна людям могу быть. Откуда ты это знаешь? Откуда такая уверенность? А я предлагаю проверить. Что, с удовольствием послушаю вас, девочки, ребята. Спасибо. Пожалуйста, скажите мне, как кто ко мне относится.
Я после первой встречи в Настю влюбилась. Ну, во-первых, она красивая очень. И меня это прям, ну, восхитило, может быть. Ну и потом в процессе, когда она говорила, я поняла, что мне очень она приятна. А я вот, Настя, тебе не доверяю. Мне кажется, что за твоей такой, типа, внешней милостью, что очень можешь так в спину нормально кольнуть нож, когда этого не ожидаешь. Спасибо, очень интересное мнение. Для меня неожиданно. Светлана, скажи, пожалуйста, а какое Настина действие или бездействие так на тебя повлияло, что ты почувствовала, что она все-таки представляет какую-то опасность для тебя? Очень, если говорить про агрессию, видно, что у Светы прям накопилось, у нее очень много. Она больше всех протестует против договоренностей. Я там, у нее какая-то очень значимая фигура, очень в негативном ракурсе. Посмотрим, куда мы выйдем. И она на меня очень сильно злится, и прямо это чувствуется, даже когда она ко мне обращается. Посмотрим. Может, как раз через Свету группа и выйдет в стадию агрессии. Ну, в первой нашей встрече я заметила некоторые манипулятивные приемчики и так поняла, что на них повелась. И, ну, когда мы обсуждаем там курение и все такое. Цікаво, що от мені здається, що ми б з тобою нормально тусили, ну мені ти подобаєшся, але подружками близькими ми би точно не стали, але тусили би точно. А от що цікаво, з Ірою я би стала подружками. Ти прикольна, можна тусити, однак ти мене не торкаєш. Дякую. Настя, Это как дивно, себя да. чувствуешь, когда с тобой только тусить хочется? У Насти очень много тревоги, у нее психологическая защита, она все засмеивает, все ей смешно, и она убегает от чего-то очень такого невыносимого. Мне очень хочется вывести наружу, что там с ней происходит. И, конечно, я сейчас буду стараться как-то ее провоцировать на то, чтобы она сагрессировала, и в своей агрессии, чтобы она действительно заявила о своем настоящем запросе, что действительно происходит, что действительно она для себя хочет решить. Нормально. Нормально, нету такого слова сейчас. Нормально это как? Да. Нормально такого чувства нету, ребята. Мне это слово «только» просто ограничивает возможность этих людей. То есть мне достаточно этого, потусить, а дальше разберемся. Настя, кто в этой группе вызывает интерес и с кем хочется строить отношения? У меня интерес вызывают все участники. Строить отношения. Вот мне проблема в том, что я не хочу строить ни с кем отношения. У меня есть какое-то внутреннее свое отношение к себе, и вот все. Мне его как будто достаточно. Даже вопрос был, кого бы я взяла на необитаемый остров, я подумала, что, никто не нужен. Мне какой-нибудь просто мужчина для того, чтобы справлять нужду и чтобы он мне дом строил. И все, вот в чем дело. Мне проблема в том, что я не знаю, хочу ли я каких-то отношений. Настя, я прошу прощения, у нас группа закончилась, я тебе не верю. Ты сейчас врешь, я тебе не верю. Все время интересный момент произошел для меня. На первой встрече она поставила свет, который подчеркивал красоту, а на второй встрече она поставила свет так, чтобы выглядеть плохо. Нам очень важно замечать, что человек делает. Дальше мы можем фантазировать. Да, показала нам свою красивую сторону, свою как будто бы неудачную сторону. Что она хотела этим сказать? Потому что, смотрите, то, что человек может сказать, например, Наталья заявила, я там конкурирую, это не проблема. Это тоже есть, но это уже осознанно, а значит, это не есть проблема. Проблема там, где человек не может сказать. И там, где человек не может сказать, он это показывает.